Когда я только начинала свой путь в психологии, то, честно сказать, я перебрала кучу разных психологов, но результата не было почти никакого. Потому что так получилось, что все мои психологические сессии сводились к обычным разговорам поболтать без практик и глубинных осознаний. И я уже была в большом отчаянии и не знала, что делать и куда обращаться, пока не наткнулась на видео одной знакомой девушки, которая рассказала схему, как можно проработать себя самостоятельно. Я испробовала эту схему и испытала на себе с разных сторон. Внесла некоторые корректировки для большей эффективности. И этой схемой я поделюсь с вами в этом видео, а даже проведу сразу практику, поэтому смотрите до конца. Для начала я хочу продемонстрировать вам одно видео, которое наглядно показывает то, как травма появляется. Парень этой девушки стал душить ее, ударил ее и ушел от нее. Здесь присутствует боль и бессознательность. Поэтому инцидент записывается в ее реактивном уме как инграмма. Спустя годы у нее происходит похожая ссора с другим парнем. We're over there like every other weekend. And if she's not bad enough, her new boyfriend, what's his name? They're your friends too. I don't want to argue about this again. I'm out of here. Но в этом инциденте нет физической боли, только душевные страдания. Из видео мы понимаем, что у любой травмы есть момент зарождения. Изначально девушка испытала целый спектр сильных эмоций. И в этот момент зародилась новая нейронная связь, которая из-за своей силы запечаталась в подсознании. И потом стала проигрываться и с другим молодым человеком, хотя от него физической угрозы уже не было. Я хочу поделиться с вами своей историей. В школе надо мной периодически смеялись старшеклассники, если я просто проходила мимо. Я не понимала, почему они смеются, и мои вопросы они всячески игнорировали. Это продолжалось порядка 2 лет. И после этого у меня остался рефлекс. И когда я на улице слышала, что кто-то смеется, то ненароком начинала оборачиваться, потому что мне казалось, что смеются надо мной. Та ситуация со школы выработала во мне целую связку. Я подумала, что со мной что-то не так, раз надо мной смеются старшеклассники. Я постоянно искала в себе изъяны и автоматически хотела нравиться другим и чувствовать себя нормальной. А потом это перенеслось и на взрослую жизнь. Я уже закоренело считала, что со мной что-то не так, даже этого не осознавая, как будто бы фоново. Плюс боялась показаться смешной и ощущала жуткий дискомфорт, если надо мной кто-то смеялся. Я сразу превращалась в ту маленькую обиженную девочку, которая не понимает, что с ней не так, и впадала в эти состояния. Отсюда мы с вами понимаем, что первое, что нужно сделать, определить, какие эмоции в этой травме я испытываю. Какой я себя по итогу ощущаю или каким. Это может быть чувство никчемности, ощущение, что со мной что-то не так, что я маленькая, чувство стыда, вины и так далее. Здесь важно признаться самому себе в этих чувствах. Иногда даже просто признание своих чувств помогает высвободиться. Второе, что мы делаем, это ищем вот этот вот источник зарождения. Вспомни, где и когда ты самый первый раз ощутила это состояние. Этот стыд, эту боль, ощущение, что со мной что-то не так или другое. Чаще эти источники находятся в детстве или подростковом возрасте. Нужно вспомнить и вернуться в это событие. Мы это делаем для того, чтобы перепрошить нейронную цепочку. Не расстраивайся, если не получается вспомнить сразу именно первоисточник. Значит, психика просто еще не готова вас туда пропустить. Поэтому найдите самое раннее событие из тех, что помните. Расскажу пример моей клиентки. Каждый раз, когда ее муж ехал после работы встречаться со своими друзьями, а не домой, где она его ждала, то она чувствовала себя брошенной, ненужной и обиду на своего мужчину. В итоге мы выяснили, что в детстве, когда ее папа часто работал и не проводил с ней время, она испытывала такой же спектр эмоций, который просто зафиксировался и переносится сейчас на молодого человека. После того, как вы сделали эти 2 пункта, я хочу вам сказать, что вы большие молодцы, потому что полработы уже сделано.
И остается только заменить состояние. Сейчас прямо будет большая психологическая работа. Но это самый важный и последний шаг. Ну что, готовы? Если да, то закройте глаза и вернитесь в того ребенка, в того себя, который так себя ощущал. Прям входите в это тело и в это состояние. Помогите себе дыханием. Сделайте глубокий вдох носом и глубокий выдох ртом. Расслабьтесь. И синхронизируйтесь с собой прошлым. Поставьте видео на паузу, если вам необходимо время. И сейчас, когда вы этот ребенок, почувствуйте, чего вам больше всего хочется в той картинке. И дайте себе это. Если хочется, чтобы пришел папа и с вами поиграл, пусть он там придет и поиграет. Если хочется там кричать, на кого-то злиться, то выражайте полностью свои чувства в той картинке. Пусть все, что было подавлено, распакуется там. Мозг не понимает, происходит это в голове или на самом деле. Поэтому можете придумать и внедрить все, что вам там хочется. Может, вам хотелось постоять там за себя. Сделайте это сейчас. Отстойте свои границы. Скажите то, что хотелось бы сказать. Нет никакой цензуры. Это происходит в твоем подсознании. Здесь нет правильного и неправильного. Просто сделайте то, что так сильно хочется. И как только почувствуете, что получили все, что хотели, что наполнились, закрыли все свои дефициты, то можете возвращаться в реальный момент. Таким образом, вы закроете детские дефициты, перепрограммируете реальность и проработаете травму самостоятельно. Я надеюсь, что эта техника помогла вам и поможет еще не один раз. Поделитесь ей со своими друзьями и знакомыми. Ведь если вам было это видео полезно, наверняка им тоже будет полезно.